Крик зайца раненого манит всех, буквально всех хищников. Вышли, но далековато. Существует еще один способ охоты по регулированию численности. Шакал с начала 2000-х годов сильно распространился и освоился в охотничьих угодьях Кубани. Причем предпочитает обитать в камышовых зарослях, вблизи или даже внутри хуторов и станиц, если через этот населенный пункт протекает речка или проходит камышовая балка. А что, это очень удобно. Тут тебе и дармовая домашняя птица, куры, утки и гуси, а может повезет и индюка прихватить. И никто их не беспокоит. Тихое, без охотников место, живи и радуйся. С наступлением сумерек шакалы по своим тропам выходят из камышей и делают свое дело, нанося ощутимый ущерб нашим жителям. В населенных пунктах всякая охота запрещена. Вот охотники стараются поблизости, в 1,5-2 километрах от них, при помощи манков, выманить их оттуда и уничтожить. Звуки манка, особенно электронного, распространяются до 3 километров. Шакалы его хорошо слышат и, сломя голову, бегут к нему, и охотники успешно их добывают. Только таким образом можно с ними бороться. Ведь по правилам охоты стрелять можно не ближе 200 метров от жилья. Из балки, проходящей через хутор, удалось выманить 2 шакалов. Напротив домов стрелять не стал, ждал, пока они выйдут в поле. Вышли, но далековато. В результате промах. Стреляй, Юрий. Да ты стреляешь. Все, забираем, поехали домой. Отлично.
Хоу! Практически подманил 3 шакалов, по всем стрелял, но взял одного. К сожалению, по 2 промазал. На крик раненого зайца прибежала лисица. Я так увлекся съемками. Она вот была прям 19-18 метров. Вот, что прозевал, как подошел шакал. В результате промах. И такое бывает. Даже у нормальных охотников. Хоу! Хоу! На станицу не будешь стрелять? Готов. Вот на 87 метров подошел. Интересная охота получилась. Сначала по дороге прибежало 2 зайца.
Потом я туда-сюда смотрю, уже на дороге стоит куница. Буквально вот рядом, 30-40 метров. Столбиком встала, посмотрела, я пытался ее подманить, она, наверное, скорее всего, испугалась. И через поле побежала, тоже столбиком становилась несколько раз и ушла в другую посадку. То есть крик зайца раненого манит всех, буквально всех хищников. Куница. Ух ты. Красавица. Ух ты. Собралась. Шакальчик. Отлично. Так, прибежало сразу два шакала. Одного ранил, ушел через лесополосу. Ну, тяжело пошел. Может и промазал, но тяжело пошел во всяком случае. Минут через 10 подманил, прибежало еще два. Вот это одного добыл. Хорошо. Отлично. Вот так вот потом манил еще. Ну, они уже мне не поверили. Но 2 семьи разрушил. Это отлично. Из навозохранилища фермы выманил 2 шакалов, но шакалы на чистое не вышли на поле, крутились напротив корпусов, но стрелять не стал. И шакалы ушли, как бы я ни старался приманить их духовым манком. Есть, готов. Вот он как бежал, так и лег. Отлично.
долго бежал. Все-таки лег. Хоу! Вот он на поле, он еще и живу. Ха! Шайтан. Вот он, шайтан. Хорош. Хоу! Хоу! Есть, готов. Что здесь у нас? О, шакал. Отлично. Куда целился, туда и попал. Расстояние больше или около 200 метров. Отлично. Отлично, самочка. Хорошо.
148 метров. Отлично. О, красавчик. Еще один пушистый, хороший. А вот и вторая. Прошла через лесополосу и легла. Сейчас пойдем посмотрим. А вот второй след. Круг есть. Вот она спотыкалась, ковырялась. Пошла сюда. Ну, я слышал характерный шлепок пули. Мгм, мгм. Постою. А нет, самец. Самец. Отлично. Хорошо. Метров 100 прошел. И лег. Вот 2 пришло, 2 забрал. Отлично. Забрал я семейку шакалов в этих местах. Ребята, меня попросили протестировать вот эту фотоловушку Баливер Мини. Небольшая, аккуратная и практичная. Вот это самая маленькая фотоловушка Баливер Мини. Меньше с таким функционалом не бывает. Самая быстрая по скорости срабатывания. Датчик движения срабатывает за 0,4 секунды. На расстоянии где-то 30-35 метров. Автоматические настройки камеры благодаря российской прошивке Баливер. Все настройки прямо из меню фотоловушки, то есть на месте. Все на русском языке. Дистанционное управление всеми настройками через телефон в любое время суток. Быстрая отправка фото, видео прямо в Telegram на электронную почту. Я ставлю и применяю ее как ночную видеокамеру. Маленькая, удобная. В карман положил и пошел на охоту. Фотоловушки сами видите, незаменимые в охоте, и рекомендую приобрести вот такие Баливер, именно Баливер Мини. Снег на Кубани очень редко выпадает. Для охотников это настоящий праздник. Ведь на снежном покрывале ты, как по книге, читаешь и видишь всю ночную жизнь животных. Охота на всякую дичь приносит совершенно другие эмоции. Огромное удовольствие. Особенно охота на хищника, на волка. Ты по его следам видишь повадки, переходы, особенности поведения, его охоту. В общем, все то, что тебе недоступно в дневное время. Да и сам ты радуешься снегу, его хрусту под ногами в морозный день, его белому ковру, искрящемуся на солнце. Существует еще один способ охоты по регулированию численности. Это охота при помощи петель. В каком-нибудь укромном месте закладывают приваду, волки натаптывают тропы к ней и потом спокойно ставят на этих тропах петли. Таким способом пользуются наши коллеги из Каневского района, и мы с егерем поехали посмотреть к ним, так сказать, по обмену опытом, посмотреть, как и что у них делается. Это здесь у тебя привада, да? Да. Телята вот это вот, да? И все подходы к ней ты заделал петлю. А ну, подойди, покажи, где петля и как она ставится. А вон я вижу. Вот это вот петля, да, у вас Да. так вот стоит? Да.
Так широко? Да, Ух ты. Так широко оно. широко, Юрий Юрьевич. Бачите? Обязательно вертлюжок. Да, То есть вертлюжок вот это. да, обязательно. Тросик, видите, тройка, я не вру, но он, видите, вываренный. На петля же небольшая, Ну сложил ее в кастрюльку, Скрутил там этим. ложку соли раз, там минут 15-20. Она вот этот блеск удаляет и вываривает вот эту смазку. Ну сюда ж у нас щелочь получается. Да, да, да. Во, вот это хорошо. А так, ну ничего. тут. Ну, вываривать, а потом ты в перчатках ставишь или нет? В перчатках, но она же, Юрий Юрьевич, не день стоит, она месяц она, стоит, да, она, она все равно выветривается. выветривается, естественно. Все, я понял, хорошо. Она все равно же А выветривается. я вот так, как ты мне рассказал, Юрьевич, я думал, что один трос. Нет, я А сказал думал, два тросика. Нет, как он, мне, Вертлюжок-то как он как? мне рассказал, а вертлюжок, думаю, для чего? Как? Вертлюжок-то А вот стоит. теперь я-то увидел, он с двух частей, Да, трос, да, с двух да. частей. Потому что, Одна часть за ветку, потому вторая что, часть уже петля. потому что так все равно отломает. я Отломает, думаю, по-любому. Отломает. А Тем такая более, силища. если погода там не позволяет 2-3 дня приехать, Да, грязь, то Да. все как бы, то отломает. что-то отвлекло или какие-то Да. проблемы. Да. И узел же, ж помните как? Я помню, да, узел я знаю, как я знаю. Чтобы не растягивалось. Да. Просто здесь сейчас больше некуда сейчас ставить практически. Сейчас некуда. С той стороны взяли. Заходила волчица, тоже все пополомала было. Отсюда был заход. Вот отсюда они заходили. Ну, то есть ты от привада, я смотрю, сколько ставишь метров? Может и 5, и 10 Да, метров. ну Разница. Так, что он идет-то сюда, на приваду. Место-то одно, пожрать сюда идет. Вот здесь есть. Тоже такая личка была. Ну все выломало тоже. Молодняком все было заставлено. Все выломало. Здесь волчица сидела тоже где-то. То есть на этой тропе тоже Да, вы вот поймали, отсюда, да? Вы да, поймали заход. вот отсюда, Да. да? Лучше, чтобы не за шею половился, а за заднюю часть. За заднюю поясницу. часть. За поясницу, да. Тогда он более остается, не уйдет, не отгрызет тросик. То есть безопасно Ну, и диаметр- надежнее, да, и получается? Диаметр петли получается 45 сантиметров где-то, 50. Да, где-то 45. 45-50. Ну и в правилах у нас не более 1,5 метра. В правилах охоты. По регулированию численности, да. Не более, не толще 4 миллиметров и длина не более 1,5 метра. То есть согласно правилам, Согласно все, мы правилам, ничего не да, нарушаем, все да, делаем. Ничего абсолютно. Тросик, тройка, петля, все нормально. Все ясно. Спасибо за консультацию. Сереж, ну твое мнение по этому поводу-то, регулирования численности, как ты думаешь? По петлям? Да, по петлям по этим, как они ставятся? Как? Много занимает времени. Много занимает времени. Погода у нас какая на Кубани? Ну, грязь да снег, грязь да дождь, елки. Практически снега бывает очень мало. Очень мало. А нам нужно видеть следы. Тропы. Тропы, следы. Ну да. И волка. Да, У у нас них в Каневском районе больше, Не чем, столько много, как, Да. например, у других районов. чем у нас, да. У нас меньше волка, чем у них. Да. Конечно, в принципе, метод нормальный, можно попробовать, но мне кажется, с карабина надежный. Раз, или попал, или промазал. Да, И весь, и встреча со зверем состоялась. вот именно. Понимаешь ты? Что у нас? Февраль месяц, середина февраля только первый снег. Ну да. И то чуть-чуть. 15 февраля уже снег будет стаян. Уже Ну, рисовать. что я так скажу? В принципе, если будет что-то у нас по местности, по обстановке, по времени, петли-то недолго навязать. Недолго. Это не проблема. для Да, нас. да. Можно и попробовать. Да. Я подъехал к дому нашего егеря. Вот, он хотел мне что-то сообщить. Прям таким таинственным голосом, заинтересующего меня. Наверное, что-то хочет сообщить по волкам. Сейчас посмотрим. Серега! Оу! Добрый день, Юрий. Добрый. Погодка у нас сегодня. Раз в 5 лет такая бывает. А что ты меня взбаламутил? Ну-ка. Волчка надо проверить, ходит волчок. Откуда ты знаешь, что ходит? Ну, я ж, наверное, был там 2 дня назад. Я положил там приваду, кишочки.
Какие кишочки? Бараньи. Барани, да, от бараньих Бараньи кишочков, кишочки. да. След нам покажет все, что угодно покажет. То есть волчок на твоем участке Ну, ходит? а ты думал как? А чё ж ты Только тебе с инцелью стрелять, что ли? Видишь, учишь меня уму-разуму. Ну, я понимаю. почему? Так ты хочешь сейчас посмотреть и сесть Ну, если сразу? ты не против. Не против, у тебя же разрешение на регулирование Так вот численности именно. есть. Вот Так надо же там и эту самую засидку более-менее организовать. Без проблем это уже готово. Как это? За моей спиной все готово. А я тебе хотел сюрприз преподнести. Сам Бог велел в такую погоду нам. Поехали, не будем сидеть. Поехали. Поедем, сейчас посмотрим, Сереж. Мне по такой погоде сидеть дома, ты мне В извини. такой погоде нельзя сидеть на диване. Надо что-то делать и шевелиться. Смотреть, где у нас волчок ходит, где у нас шакальчик лазит. Самое главное, вот на Кубани у нас слишком мало снега. И вот этот первый снег, который выпал у нас в этом году, прямо перед Новым годом, это как праздник у нас. Именно. Вот именно. Поэтому поехать, следочки посмотреть, сам Бог велел, елки-зеленые. По белому покрывалу едем. Ни одного следа, да? Нет, вот переход. Переход, зайчик. Зайчик ходил. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ну, пока походила здесь одна куничка. Больше никого. Ну, пойдем посмотрим на твою приваду. Близко не буду подходить. Ну и хорошо. Я смотрю, что тут пока делов никаких Да, у нету, меня немножко настроение упало. Но по первому снегу я какой раз уже убеждаюсь, что зверь просто боится ходить. Да, заяц вообще может сутки лежать. А то и Наверное. больше. Да, А то и да, больше. Потому что все-таки это снежок, есть снежок. Это стресс, для зверя стресс, снег. Ну, я думал, надеялся, что хищник все равно пойдет. Нет, он может завтра пойдет. Он днем сегодня не придет, а завтра ночью придет к вечеру, с Ну, не вечера. будем торопиться, у Да. нас время есть. Время у нас есть, Да. привода есть. Будем надеяться на лучшее. Юрич, вот моя замаскированная, так сказать, беседка. Все есть в комнатушке. И диван, и столик, и подставка под карабин. Вот только волка еще нету. Диван уголком стоит. Столик. Столик. Ну, подставка под столиком, я не стал ее наверх ставить. Это уже непосредственно, когда приедем, сядем здесь. Ну так девчат надо сюда тащить. Ну, что-нибудь одно, или девчата, или волк. Ну замаскируй, пусть все. Конечно, сейчас Все, работаем, ждем. Все на место. Да, у нас время есть. Волка можно и месяц ждать. Ну и все, поехали домой. Будем ждать. Что там, Сереж, увидел? Куча, десятка-полтора зайцев. Зайцы тоже гуляют? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Юрич, вот это смотри, это скорее всего волчок, да? По следу зайца он идет. Значит, есть волк здесь. Да, это волчок присыпанный. И свежайший. Ну, утренний, потому Утренний. что снег до какого числа шел? До какого часа? Где-то до 8:30, наверное, снег шел. Это утренний след. Так что рядом, Вон по центру, смотри, еле-еле видно зайцев. Отлично. ну, вот на поле 4 зайца сидит, да? 5. И рядом бегал волчок.
Красота. За сколько лет у нас снег лег. Надолго только вот вопрос. Самый главный, надолго ли он лег? Если до вечера долежит, то хорошо. Это отлично будет, да. Уже Кубань, видишь, Кубань. уже видишь ноль уже. Уже Кубань. Центр Кубани, город Тимошевск. Ну, главный волчок рядом. Рядом с нами. Серега, вот это вот единственная наша зимняя ягода, которая после снега, Бомба. вот, в мороз, терен, Так она уже не вяжет даже. она не вяжет. Вот это самое то. Понимаешь? А если- Кладезь витаминов. Да. А если бы еще какие-нибудь Компот. варенья, компоты А придумать, вареники наши кубанские. вареники, а, Юрич, мы что получается с тобой? Зайца видели, вот след волка видели, еще и поели. еще и поели. Это самое главное, обилие дичи у наших этих. Вот это самое главное, Да. которое приносит огромное удовольствие. понимаешь? Приятно глазу, просто приятно глазу. Вот когда глянул на поле, их 1,5 десятка, грубо говоря, 60 гектар. 60-70 гектар поля. А их 1,5 десятка бегает. Юрич, не надо ни мандарин, ни апельсин. Бомба. Действительно, о каких мандаринах ты говоришь? Вот именно. Обалдеть. По 100 рублей за них или сколько там они стоят, я не знаю. 100 рублей. Что? 100 рублей. Вот, пожалуйста, приходи, лесополоса вся в терне. Смотри, до этого времени мало сохраняется ее. Птичка съедает, а это Это осталось, да. осталось, немножко осталось. Красота. А это ж птичкам корм, Красота, да. Да, Фазан красота. с удовольствием ест ее. конечно. Да любая птица ее Да ест. любая птица ест ее. Мгм. Тот же Витють, вяхерь, как его правильно? Да, витютни, голуби едят. Он лесной голубь называется. Тут практически вся лесополоса, видишь? Она вся в этом терне. Это, будем говорить, кормовая лесополоса, вот это, самое то, да. Для любых птиц, животных. Вот я стрелял волка года 3-4 назад. Вот именно, ну, в это время. Ну, вскрыл желудок, ради интереса. Терен, Волк тоже терен внутри. То есть он с удовольствием ест, такой. он с удовольствием ест и Витамин- питается. Да, Витамины, понимаешь? витамины, Просто-напросто. да. Вот. Да, а вот этот волчок бежал нам навстречу. Скорее всего. Скорее всего. Да. Увидел нас. Здесь он крутанулся. Здесь он крутанулся. И ушел в лесополосу. Терновая посадка, где он и живет. И вот он ушел в лесополосу. Едем с Сергеем на засидку всю ночь и весь день. Вчера шел снег, поэтому волк должен обязательно пойти на нашу приватку. Вот сегодня и посмотрим, как и что. Ну что, Серега, пошли в наше логово. Засидчиковое. Ну что, умастился, Серега? Да, вроде бы. Теперь мне надо залазить. Покряхти, покряхти. Ну где-то вот так, да? Вот тут выносишь все, да? Да. Значит, сегодня я снимаю, а ты стреляешь. Придет волчок, стреляешь волчка.
Я только со своей гляделочкой. Ты понял или нет? Придет шакал, я тебе буду говорить. Я тебе буду говорить, где он вышел, как ее, чтобы ты стрелял. Понятно? Вот. Придет шакал, стреляй в шакала. Понял? Понял. Все, а я спокойно уже в виде наблюдателя. Слава Богу, хоть я без оружия. Давай. Сереж, как думаешь, что-то будет сейчас или нет? Как вот по твоим, по погодным условиям? Ну, смотри, сколько из моих соображений. 2 дня шел снег и 2 ночи шел снег. Зверь лежал. Он в непогоду все равно лежит, не встает. И изголодался. По-любому должен сегодня прийти. По-любому. То есть сидим до упора, да? До упора сидим. До выстрела. До выстрела. А ты приваду когда подновил, Сереж? Ну, в смысле, привез что-нибудь? Когда ты привез? Вчера я привез, как раз снежок шел. Я по снегу приехал сюда, привез, вывалил, осмотрелся. Ну, под снег шел, следа не видно, просто его заметало. Да, понятно, что это все. Если метель, даже и был. Метель была такая, что не дай бог. Зверь откуда может появиться? Слева. Слева может И появиться, да, спереди. откуда угодно. Спереди, вот отсюда. С правой стороны, насколько я помню, сколько раз было, ни разу не подошел зверь с правой стороны. Только слева, против ветра. Все правильно. Прицельчик хороший. А что у тебя за прицел-то? 355 ультра. Ультра. Ну, был у меня такой, хороший прицел, да. Хороший, хороший. Единственный недостаток в нем нету звука. Понял? Ну, видео прекрасное, качественное видео, хорошее видео. Ну, по-любому я буду с гляделкой. Если я что-то увижу, я тебе потихоньку шепну тогда. Да, Понял? да. А ты тогда спокойно включишь, спокойно будешь стрелять. Даже вот 455 я как-то смотрел у него, он даже немножко хуже, чем 355. Конечно, конечно, это точно. Я уже тоже так испытал. 355 самый оптимальный вариант. Во-первых, по кратности увеличения. Тут сколько? Изначально. 3,5. Ну, а там 4, по-моему, да, с лишним? Да. Ну, вот видишь, какая красота. Вот так мы все это поле будем осматривать. Будем наблюдать, где кто идет. Ну все, тогда сидим, ждем зверя, да? Ждем. Давай, хорошо. Лиса пришла к приваде, топчется вокруг. Не дергаемся, лису не стреляем. Но пусть топчет, мы же ее не трогаем. Да, пусть живет, красавица. Волчок пришел на приваду. Спокойно подводи. Под лопаточку ищи и стреляй. Не дергайся. Что там, попал, не попал, где он там?
в лесополосу пошел. Ну потихоньку пошел. Значит, что-то было, что-то Ты есть, вообще да. куда стрелял там? Ну, по месту, как учили. Под лопатку? Да. Ну сейчас пойдем посмотрим. Серега! Иду. Вот смотри, Глянь, кровище сколько. метров через сколько там после выстрела. Глянь, кровище Я вот сколько. по следу шел, да что это, немного крови, но есть, ты видишь. Ну да. А что сейчас ночью искать? Да. И вот он пошел туда, видишь? И пошел туда. Вот. Ты завтра что, надо завтра приехать и посмотреть. Завтра не могу, Юрич. Что такое? Деда в больницу везу. Записались. Да ты что? Тесте. Ну он пошел, видишь, в посадку. Ну да. Он дальше в посадку пошел. Откуда он вышел, туда и пошел. Да. Ну завтра пораньше приеду. Перед работой, да? Да, перед работой. Что мне? У меня вот эта работа сейчас самое главное. Ты пострелял, надо зверя найти. Вот и все. Так и пошел с кровью. Что, и дальше кровь? Да нормально. Я вот завтра, да я думаю, что завтра я его найду все. Видишь? Вижу. Ты, Серега, с боевым крещением. Спасибо, Юрич. Ну а что? Ну зверя не потащили, но я думаю, может завтра хоть Завтра, Юрич. попрем. Я надеюсь на тебя, Попрем. что ты найдешь завтра его. Да найду, конечно. Ты знаешь, что я следопыт старый елки. Ну что, принял решение приехать утром. Потому что, Серега, ты сам понимаешь, сейчас ночь есть ночь. Хоть и тепловизор смотрел, ну пока ничего не вижу. Скорее всего, он далеко ушел. Здесь в поле зрения я его не вижу. Единственное, чтобы не помешал дождь, вернее, этот снежок, который вот сейчас в поле меня скрывается. Вот, ну, утром буду искать. Пораньше приеду. Но явно направление, что вот он ушел вот сюда, в лесополосу. Приблизительно я заметил, где. Завтра с лесополосы начну. Да, вот здесь он приседал. И пошел дальше. По лесополосе. Зайцы лазят до сих пор в поле. Как бы я ее не чесал, зверь может впереди идти, а у меня в застреле никого нет. Вот здесь он вышел из лесополосы и пошел в поле. Здесь он тоже полежал. Вот. Но все равно пошел дальше. Явная остановка. Лёшка конкретная одна, вторая лёшка и куда-то исчез. Еще одна лёшка. Еще одна лёшка. Еще одна лёшка. Ну, а зверя по всему полю я не вижу. А где-то ушел. А снег идет и заносит следы. Вышел в поле и на 3 лапах пошел. 3, 3 и 3. И пошел сюда.
То есть ловить мне его еще и ловить 2 дня. Вот его Лёшка. Вот его Лёшка. Не успел камеру взять, он поднялся впереди и пошел. Вот так вот ушел. Тут прямо волок. Видать, передняя лапа перебита. Вот он ее тянет. Все, зверь ушел дальше. Видимо, это не наш зверь. Раз не умер, значит будет жить. Волк ушел в широкую железнодорожную посадку. Она метров 120 шириной и где-то около километра этот участок длиной. Не буду его больше тропить, беспокоить. Сейчас позвонил друзьям своим гончатникам. Они завтра соберутся с собаками и попробуют его добрать. Очень жаль, что зверь вот так вот пропадет. А то, что пропадет, он, понятно, скорее всего, бит по передней, по груди, по передней ноге, потому что он тянул ее как бы сразу вроде на 4 лапах пошел, а потом явно, что где-то он или надломил кость, или еще что, пошел на 3. На следующий день, вот сегодня я посмотрел, пошел на 3. То есть наверняка, что он, вот, что не жилец. Но надо его добрать однозначно. Все равно поохотились нормально. Вот волчара наш. Не просто, что пришли. Охотнички. Сейчас я его возьму. Сфотографировать? Да.